Привет! Здесь будет краткое содержание статьи про Wi-Fi, поскольку сначала расскажу о 5 пунктах, которые сам почерпнул, кратенько. Плюс будет дополнительно 3 вопроса, которые мы разобрали с самим программистом, да, и с моими комментариями. Не все, насколько я знаю, знают о 4 гигагерцовых, 5, 6, 6E и 7 гигагерцовых Wi-Fi. Мне привезли роутер, в котором стоит 5-я версия Wi-Fi, и она действительно того стоит. Но есть свои но. 5 гигагерцовый Wi-Fi это классно. Любая стенка, любое препятствие и вот этот 900 мини-бит в секунду может превратиться в 20. А напомню, ну не знаю, как у вас, допустим, он с программистом общался, он думал, Wi-Fi 2.4 максимально выдает 100 мини-бит в секунду. Но оказывается, он может выдавать и записывалось то, что 145 мини-бит в секунду. 6 гигагерцовый Wi-Fi это классно, но любая стенка и вашей скорости хана. Порой даже если покрыть большое пространство, которое ограждено стенами, конечно, лучше справиться 2,4 гигагерцовый роутер. Но если вы хотите там однокомнатная квартира, можно поставить себе на потолком 5-6 гигагерцовый Wi-Fi. И это следующая тема. В идеале роутер устанавливать нужно на потолке, как люстру. Когда сказал об этом своему знакомому гуманитарию, он засмеялся и такой, ну где нужно на самом деле ставить Wi-Fi? В итоге самое такое офигенное место, куда стоит ставить Wi-Fi, это потолок. Развернуть его и чтобы антенны смотрели в пол. Э, Даю объяснение, как мне пояснял программист. У вас стоит роутер, проходит какой-то человек, вы здесь потребляете Wi-Fi. Человек, ну там, 20 мегабит съел, потом второй, третий и все. У вас может быть и 10 мегабит. Но это именно с роутерами T6 гигагерцовыми лучше ставить наверх. Понятное дело, есть свои, ну, роутер повесите над потолком, и он будет смотреть вниз, антенна будет смотреть вниз. И если над вами живет сосед, и ровно на этом же месте он поставил роутер, понятное дело, будет конфликт, и сеть может упасть. Также и любая техника какая-то, которая потребляет немного энергии и производит какие-то шумы в частотах. Также и микроволновка. Микроволновка в особенности. То есть, если тут стоит роутер, на потолке повесили, а сосед решил сэкономить на мебели и поставил ровно на том же месте микроволновку, ну, понятное дело, при ее включении и работе у вас будет не такую уж положительную скорость Wi-Fi. Ethernet, вот эта штука, до сих пор рулит. Правда, мне скорости быстрее, чем 5 гигагерцовый Wi-Fi, который я стою прям впритык, не удалось достичь. Даже не удалось достичь той скорости, которая дает 2,4 ГГц спустя около 3 стен. Там есть свои нюансы, но до сих пор Ethernet жив. И порой он может выдавать безумные скорости. Вопрос в том, то, что какой у вас порт, куда вы вставляете, то есть есть ли у него возможность разогнаться до 1 гигабита. И на проводе у меня всего лишь вылетело 110 мегабит в секунду, хотя я буду пытаться добиться хотя бы 400 мегабит в секунду. 1000 это будет вообще шикарно. Перед планированием дома не забудьте провести Wi-Fi, потому что бывали такие случаи, в статье есть ссылка на видос. Бывают случаи, то что рассказывают сетевики, ихними услугами воспользовались и говорят, сделайте нам Wi-Fi. Они говорят, нужно сверлить, пробивать пол. Как? Знаете, сколько стоит пол, привезенный там с Италии, какой-то классный мрамор и так далее. Боюсь, вам жизни не хватит, чтобы заплатить за этот пол. Ладно, ладно, все, мы не будем трогать пол. Поставили Wi-Fi, заказчик такой,
Вообще отвратительная скорость. Короче, если вы не позаботились о проложении Wi-Fi сети заранее, до прокладки пола, стен, штукатурки, краски, вот это вот всего, вот в самом начальном этапе вы делаете план, сразу нужно учитывать то, что у вас будет Wi-Fi. Пообщаться с сетевиками, поговорить о нюансах. Возможно, у вас такая будет скорость, что ни с чем не сравнимая. То есть, если же вы этого не сделаете, придется платить либо тем, то, что вы построили за огромные деньги, и прокладывать провод, и у вас будет нормальный интернет, либо же такой, ай, пофиг, и ложить поверху провод. Не скупитесь на несколько роутеров. Насколько я понял, речь шла о 5-6 гигагерцовых Wi-Fi. Потому что ниже мы разберем еще проблему, почему не стоит ставить рядом роутер, два роутера с частотой 2,4 ГГц. По-хорошему, если дрон строится за 1 миллион э, евро, долларов, не поскупитесь ставить хорошие роутеры 5 гигагерцовые, если дом двухэтажный, на каждый этаж или на каждую комнату, где очень нужен Wi-Fi, ставьте по роутеру. Построили дом, хотите за 2 копейки, там, за 20 евро роутер. Но понятное дело, то, что у вас не будет классной скорости. Порой 50 сантиметров не решают. Вопрос заключался в том, у меня стоит роутер на стуле, но провод позволяет его поднять еще на 50 сантиметров. Стоит ли это делать или не стоит? Поскольку если ты поднимаешь роутер, то для него по-хорошему нужно сделать какое-то крепление, полочку, ну вот это вот все, подзапариться. Стоит ли его поднимать, как вы думаете? Если не вдаваться в детали, то нет, не стоит. Но по-хорошему, может быть, эти 50 сантиметров что-то и даст. То есть нужно замерять. Возможно, я вам скажу, не стоит поднимать, а вы, приподняв роутер, защитите его от микроволновки, которые внизу. Ну да, там 50 сантиметров практически не решает, но может вам наверху будет лучше Wi-Fi. Короче, нужно вообще по-хорошему замерять. То есть это такое кликбейтное название, это что 50 сантиметров не решает. Нужно постоянно замерять. У вас в одной точке стоит роутер, вы хотите переместить в другую, как вам кажется, то, что там будет лучше. Нужно замерять и, то есть, по замерам делать какой-то вывод. Порой не во всех комнатах удастся сохранить классную скорость, то есть придется жертвовать иногда. Допустим, если вы сидите в одном месте, через 2-3 метра, то есть рабочая территория, тут зона отдыха. Высчитать среднюю длину между ними и посерединке повесить роутер на потолок. Ну, понятное дело, то, что он не сравнится, если, допустим, над рабочей территорией будет. Возможно, будет тоже какая-то потеря скорости. Порой нужно учитывать приоритеты. Допустим, мне нужно на работе там перекидывать файлы там в 1 терабайт. Ну, понятное дело, сюда поставим роутер. Или там мне нужно смотреть на телевизоре там 4К видосы. А работа там у меня в основном с текстом. Там больше 2-3 мегабайт файл текста не займет. Ну, понятное дело, тут. То есть порой нужно приоритеты выбирать. Если для вас это одинаково важно, повесьте посерединке и замерьте скорость и там, чтобы сделать хоть какой-то выбор. Но я повторяюсь, я не являюсь сетевиком ни разу. Возможно, вышли какие-то нововведения, новые протоколы на тот момент, когда вы смотрите это видео. По-хорошему, пригласите сетевика домой. Да, это, возможно, обойдется в копеечку. Да, возможно, не каждый сетевик все разбирается в мелочах, но по-хорошему пригласите сетевика. Если возможность есть, неоднократно работа. Как у вас бюджет позволяет? Если хотите сами ставить роутер, придется перелопатить кучу информации. И как в моем случае, несколько статей прочитал, скидываю программисту, с которым мы общаемся на эту тему, и он говорит, это полный бред. Эти статьи уже давно устарели. Я такой, а
Введение мне дали просто по видосам посмотреть. То есть мне скинули 2 видоса, которые довольно вменяемые и легко на одном дыхании смотрятся. Где лучше поставить роутер? С учетом того сказанного, я думаю, вы уже догадались, поскольку я несколько раз спойлерил. Нужно делать замеры. Нет однозначного ответа, где лучше ставить. Да и бывает так, то, что вы сделали замеры, одни замеры, потом, допустим, утром, когда все спят, техника выключена, роутер вообще не работает в идеальные условия. Потом бац, второй замер, такой решили повторить в одной комнате. Бац, замер, скорость в 2 раза падает. Бывает такая, то, что утром встали, ничего, никто не работает, все микроволновки на месте, хопс, обед, все микроволновки и все, глушится сигнал, скорость падает в 2 раза. Ну, такое тоже бывает. Я делаю конспект на опыте других людей. Я сам этого не проверял. И у нас дома нету микроволновой печи, чтобы проверить данный тезис. Все проверяйте сами. Стоит ли иметь 2 роутера? Смотря каких. Если речь идет о 5-6 гигагерцовых, то стоит. Можно на момент, когда я уже заснял, то есть на момент, когда я смотрел видос, а его записали, может, полгода назад, то уже было доступно 6Е. Может, на момент, когда вы смотрите, уже вышло 7 или 8 поколение. И немножко вам проспойлерю 2 вещи. То есть по мере вот этих нарастания гигагерц, что какой есть минус? Покрытие падает, то есть область покрытия падает, сужается до минимума. Любое препятствие, она вашей сети. И был такой инсайт, что устройство, которое подключено к вашему Wi-Fi, в основном мобильное, быстрее разряжается батарея. И нюансы есть с 2,4 гигагерцными Wi-Fi. Один стоит в подвале, тут 2 этажа, первый, второй, третий, и другой на чердаке. Как мне сказал знакомый, может быть конфликт вот этих именно 2 и 4 гигагерцовых сетей. Каналы, если вы живете на даче или в частном доме, каналы навряд ли будут забиваться. Нужно иметь кучу роутеров, чтобы ваши каналы забились. А вот конфликт сетей 2 и 4 программист не очень сказал с уверенностью. Он знает о его существовании, но не знает, насколько это страшно. Так что лучше изучите сами. А если есть 2 роутера, которые стоят рядом, и они работают на частоте 2,4 ГГц, можете замерить, вот, допустим, один вы основной включили, который там кабель идет Не буду делать рекламу одному из провайдеров. Прям от провайдера идет Wi-Fi. Замерить вот так скорость без этого включенного. Потом второго подключить и типа очень рядом поставить. Измерьте скорость. Может быть изменение. Вот этими дальнобойными Wi-Fi порой нужно их немножко расставить подальше, чтобы один другому не мешало. Но это нужно, во-первых, читать об этом конфликте, хорошему на англоязычном языке, поскольку новинки в СНГ страны попадают с большой задержкой. Очень много есть всяких разных нюансов, и в наши страны консервативные, закрытые и зажатые попадают технологии с большой задержкой и, возможно, работают худо-бедно. Да, понятное дело, то, что если написана статья на нашем языке, современненькая, о новой технологии, она будет нам ближе и понятнее по языку. Но также нужно брать в расчет статьи, которые написаны и на англоязычном платформе. До нас доходят даже, понятное дело, через какие-то серые рынки, там, паровозом через границу доходят. Но вы можете даже вспомнить тот же, тот же проблему с сетями у iPhone 14, когда он только вышел, официально он не поступил, ребятам, которые налаживают сеть, тоже он не пришел заранее, чтобы люди такие хоп-хоп и подключили. Приходилось налаживать с опозданием. Это тоже берите в расчет. Я рассказал некоторым друзьям насчет этой темы, и мне показалась она актуальна. Но цифры на том,
то, что я собираюсь сделать статью в плане лайков и актива, были хорошие. А когда я сказал, ребята, я публиковал 0 актива, возможно, это было 1 сентября. Люди заняты, сейчас какие-то учеба, военкомат, и у всех свои какие-то нюансы. Так что не у всех получается ознакомиться со статьей. Поэтому я так кратенько объяснил о статье. Спасибо за просмотр. С вами был Антон Округ.